Всех приветствую на своем канале. Сегодня хотел бы вам рассказать очень поучительную историю, которая произошла со мной сравнительно недавно. Меня хотели обмануть с покупкой кроликов. Ну, а точнее, я хотел купить кроликов, а меня хотели обмануть. Но, к моему счастью и к ихному разочарованию, у них ничего не получилось. Как они меня хотели обмануть и как я выходил из этой ситуации, сейчас поподробнее. Погнали! Ну а начнем мы с самого начала. Я в свое время решил полностью распродать своего поголовья и немножко отдохнуть. Но как только я распродал половину своего хозяйства, я решил завести кроликов заново. В итоге мне понадобилось их искать где-то, чтобы приобрести новые крови определенных окрасов, и я пустился в поиски. На поиски у меня ушло около месяца. Наконец-таки я нашел данного продавца, который продает именно тех кроликов, тех окрасов, которые меня и заинтересовали. Я этому продавцу написал. Он прочитал сообщение и молчит. 3 дня прошло, 3 дня он молчит. И продавцу это не надо, это надо мне. Да, мне нужен этот кролик, я его хочу купить. Соответственно, мне и карты в руки. Я ему опять пишу, что вы хотите продавать или не хотите, есть у вас или нет, вы хоть что-нибудь ответьте, ждать мне или не ждать, или дальше идти искать. Он мне ответил: да, у меня все есть, что вас интересует. Я ему перечислил, какие окрасы и породы, например, да, меня интересуют. Он сказал: все это есть. Я говорю: давайте фото родителей, все как полагается. Хорошо, человек потом пропадает на неделю. Неделю он мне не отвечает. Я сидел, ждал. В итоге я опять решил ему написать. Я говорю: что там с фотографиями, там туда-сюда. Он говорит: я уезжал на некоторое время, сейчас приехал, сейчас быстренько сделал. Сделал мне фотографии, я посмотрел. Достаточно такие посредственные, я вам скажу, кролики. Не сказать, что они суперские, и не сказать, что они плохие. Они такие середнячок, цена у них была нормальная. Я говорю: хорошо, давайте дальше разбираться. Я говорю: чьи у вас кролики, откуда у вас кролики? Он говорит: я их сам привожу с Европы. Я: опа! То есть человек привозит кроликов с Европы, это уже говорит о его профессионализме, раз он разбирается, да, в кроликах, и привозит их оттуда. Соответственно, продавец не просто человек, который никогда не занимался кроликами, он знает о них много. Я говорю: местных кроликов-то у вас нету, чтобы это. Он говорит: да не, я вообще с местными не связываюсь, у них вообще один ширпотреб, мне и от них кроликов не надо. Я чисто с Европы привожу, и у меня все нормально. Я думаю, подфартило, да, не каждый кроликовод, такой как я, может самостоятельно вывести кроликов с Европы. А тут практически из первых рук ты получаешь кролика с Европы отличного качества. Все, нарадоваться я не мог. Все, я ходил, потирал ладошки. Когда же, попросил у него фото родителей. В итоге он мне их не отправил. Не помню, если честно, не помню, по какой причине. И потом он опять пропал. Он потом говорит: я сейчас съезжу кое-куда через пару дней, и все. Я начал искать доставку. Естественно, это мое дело, мне этим заморачиваться, искать доставку. Продавец должен просто посадить и все, и забыть. Все, наконец-то я нашел. А ну-ка перестаньте. Наконец-то я нашел доставку. Доставка тоже мне обходилась недешево. Все, я, в общем, все сделал как надо. Осталось только ему посадить кроликов. И черт меня дернул. Перед тем, как звонить своим знакомым, я навел о нем справки. Он себя оппозиционировал по отзывам достаточно квалифицированным специалистом в области кролиководства, да, что кролики у него хорошие, отзывов много, я почитал, я был спокоен, что данный человек, мне даст хороших кроликов, хороший материал, с которым потом я буду работать, и у меня будет все хорошо. И черт меня дернул позвонить своим знакомым с тех же краев, откуда и он, и сказать, что я хочу оттуда привезти кроликов. Как вы смотрите на это? Сразу начались вопросы: у кого вы хотите брать, какую породу, какие окрасы, и так далее. В итоге я все рассказываю как есть. И тут всплывает такая информация, что данный человек, если даже и привозит кроликов с Европы, то очень-очень мало. А именно тех кроликов, которых я заказал у него, чтобы он мне отправил, они куплены
в том же регионе, где он и проживает. То есть мне он сказал, что местных кроликов у него нету, они все привозные, а по факту оказалось, что ну, те кролики, да, это большая часть, скорее всего, оно у него местные. То есть в свое время один человек, очень хороший человек, заводчик, распродавал свое хозяйство и решил завязать с кроликами. И этот человек практически все поголовье купил у того человека, который распродавал. Соответственно, этот человек их плодил, но по факту кролики местного значения, никакие, скорее всего, не привозные. И вообще у меня складывается впечатление, что он не привозит кроликов с Европы, раз он, ну, элементарно, да, меня пытался таким способом обмануть, сказав, что все кролики, абсолютно все кролики у него с Европы, местных нету, ну а по факту, скорее всего, очень-очень большая часть его поголовья и состоит из местных кроликов. Это меня очень разочаровало, очень разочаровало. Вот, кролики действительно такие, ну, достойные. Вот, и доставку я нашел, все, и тут вот, ну, мне сказали, как бы, ну, смотри сам. Если есть желание, бери, если нету, ну, не бери. Ну, вот, согласитесь, да, как теперь я, узнав такую информацию о том, что просто в мелочах, да, на начальной стадии нашего общения, да, он меня уже обманул. Просто на элементарной вещи, да, ну, что здесь такого, согласитесь, если ваши кролики местные, вас же никто под дулом пистолета не заставляет говорить, что они там привозные откуда-нибудь с Румынии или с Болгарии, да, я же вас за это не съем. Да, ну скажите, они местные от того-то, все равно у меня с ваших краев, ну нету таких кроликов, да, и мне не принципиально, местные они ваши издалека, либо вы их привозили, в любом случае они на вашу территорию попали с Европы. Ой, ну в итоге я разочаровался очень сильно и написал ему, что уж извините. Еще, кстати, один такой момент. Он мне потом позвонил и говорит, ну все, раз мы уже с вами договорились, что там по оплате? И я ему говорю, ну как? Он говорит, ну что вы там, вам скидывать номер карты, чтобы вы меня там отправляли или что? Я говорю, нет, давайте так. Вы садите кроликов, и тогда, ну, мне отзванивается курьер, которому вы передаете, и тогда я вам уже передаю деньги. И в трубке такая, знаете, тишина такая подвисла, да, как будто он недовольный такой. Видимо, он хотел, что сейчас я вам отправлю деньги и все. Что могло получиться из этой ситуации? Я бы ему отправил деньги, и, возможно, данный человек мог бы просто потеряться. Я бы остался без кроликов и без денег. Так что, если у вас когда-то возникнет такая ситуация, что у вас просят деньги, а потом товар, не соглашайтесь, соглашайтесь либо на нейтральной территории, как вот у меня, курьеру передали, курьер вам отзвонился, и тогда вы переводите деньги. Либо уже по факту кролики приехали, вы посмотрели, вас все устроило, и тогда передаете деньги. Кстати, тоже очень хороший вариант вот такого договора, когда кролики приезжают к вам, вам понравилось, вы за качественный товар и отдали деньги. А то бывает так, что отдадите деньги и получите непонятно что. Как вы уже догадались о самом обмане, да, из чего состоит обман, и из-за того, что человек сказал одну информацию, да, что кролики с Европы, а по факту они оказались местные. Чем это может грозить? Вроде казалось бы, ну какая разница, с Европы они или местные, а разница очень большая, потому что если бы этот человек сам привозил бы с Европы, он бы знал бы, чьи линии, там, откуда они идут, да, сама суть, вот эта опасность, вы берете кроликов у него, якобы с Европы им же привезенные, а по факту взятые, например, с точки А, да, берете, радуетесь, что у вас европейские крови, потом проходит какой-то период времени, вы решаетесь еще завести кроликов и покупаете также в точке А. Но вы же думаете, что вот здесь вот не оттуда кролики, правильно? И вы, возможно, можете даже купить прям близких родственников и братьев, и сестер только на 2, на 3, например, помета старшие. Ну, вот так вот, да, и это как бы, ну, тоже не есть хорошо. Потом неизвестно, что там получается. В итоге вот она такая история, я остался без кроликов. Но зато с деньгами. Ну, теперь
Я буду более внимателен, буду просчитывать все ходы, что и вам советую, прежде чем покупать кроликов. Недостаточно того, что вы прочитали отзывы о продавце. Бывает и такое, что вроде бы и зарекомендованный по отзывам продавец, ну вот творит такую вот ерунду. Поэтому, чем больше информации вы соберете о данном продавце, тем больше вы себя обезопасите. Ну а на этом все, друзья. Будем прощаться. Не попадайтесь на обман и будьте бдительны. И все будет круто. Пока-пока.